Привет! Ну что, наверное, главное противостояние этого года – сравнение Mi 10 Pro и OnePlus 8 Pro. Кто лучше, что купить, какие отличия – все это не только мы сегодня выясним. Наверное, некой пикантности добавляет еще и тот факт, что я сам выбираю между этими двумя телефонами. Сейчас я хожу с Galaxy S20 на, отвратительном Exynos, запас нервов потихоньку истощается и нужно переходить на что-то другое. Отдельные обзоры были на оба телефона, поэтому сегодня остановимся чисто на отличиях и, наверное, самый часто задаваемый вопрос под обзором OnePlus был, где я его купил. На самом деле все просто, там даже в описании ссылка была, но повторение мать учения. Ребята из кит-бренда первого привезли в Москву, вот через них и достал. Несколько штук у них вроде сейчас есть в наличии, так что если к концу сегодняшнего видео решите, что OnePlus все-таки лучше, по промокоду TrueView можно сэкономить аж 1500 рублей. Дизайн, конечно, штука субъективная, у меня оба телефона в синем цвете, вот насколько они разные. Тут без вариантов, но OnePlus выглядит эффектнее, он и в зеленом выглядит круто, но в синем вообще пушка. Синий цвет у Xiaomi тоже хорош, дает немного в металлик, такой более сдержанный, но OnePlus проигрывает. И, кстати, да, чтобы совместить приятное с полезным, в этом видео мы разыграем еще одну новинку от OnePlus – беспроводные наушники Bullets Wireless Z. В конце видео расскажу все условия, там будет все максимально просто, лайк, подписка и комментарий. А теперь все же ближе к делу. Оба телефона комплектуются защитной пленкой на экране и чехлами. На чехлы, в общем-то, конечно, все равно, но OnePlus положил откровенное говнецо – сопливый чехол с гуляющей боковиной. У Mi 10 Pro чехол сделан прям на совесть, крепко сидит. К OnePlus можно, конечно, докупить фирменный вот этот карбоновый чехол, он круто смотрится, но красивой расцветки теперь не видно. И OnePlus и Xiaomi получились большими телефонами, и весят они там почти одинаково, с разницей в несколько грамм, и тактильно в руке OnePlus все-таки ощущается более премиально, кроме одной вещи – закругленный экран. Спереди, если посмотреть на телефон, их вообще легко спутать, и фронталка в левом верхнем углу, и рамки почти одинаково минимальные. Xiaomi тоже получил закругленный экран, но если сравнить, у OnePlus более серьезное закругление. Во-первых, реально без чехла, если пользоваться, случайные нажатия бывают. Во-вторых, во многих приложениях текст залезает на это закругление и хрен прочитаешь. Xiaomi тоже этим грешит, но не так явно. Еще такая особенность, оба телефона из Китая, просто потому что там дешевле. OnePlus без проблем прошивается на глобальную прошивку, у него появляется русский язык и все работает как и должно. А вот Xiaomi, если покупать в Китае, есть некоторые трудности. Во-первых, она идет только на английском и китайском языке, других просто нет. Во-вторых, даже если на нее накатить глобалку, у нее слетит Google Pay и отключится одна симка. Все по причине того, что на глобальный рынок Xiaomi выкатила Mi 10 Pro с одной физической картой. Вообще бред. Поэтому или привыкай к иероглифам и английскому языку, или покупай глобалку и ходи с одной симой. Если просто сравнить характеристики экранов, посмотрим, к примеру, на e-каталоге, однозначным лидером будет OnePlus. Quad HD разрешение, 120 Гц, 10-битная цветность, в общем, shut up and take my money. Xiaomi же идет только с Full HD, 90 Гц обновление экрана, 16 миллионов оттенков вместо 1 миллиарда в OnePlus, но, естественно, всегда приятно получить за свои деньги по максимуму, и с технической точки зрения 8 Pro оставил Mi 10 Pro просто не удел. Но единственное, где кое-как можно увидеть разницу между экраном с миллиардом и 16 миллионами оттенков, это вывести на экран один цвет с градацией от самого темного до самого светлого. Вот если приглядеться, видно, что на Mi 10 Pro больше таких вот ступенек, что как раз и говорит о меньшем количестве оттенков. Если же просто смотреть видео в ютубчике, это практически незаметно. Quad HD разрешение вещь тоже приятная, но несколько избыточная, потому что аккумулятор нажрет, а реальную разницу увидит, может 1% людей, ее практически не видно. А вот 120 Гц, да, это приятно и разница чувствуется, но же не такая явная, как, например, между 60 и 90 Гц. В общем, за битностью гнаться, наверное, не стоит, а вот 120 Гц или 90 можно уже подумать. Естественно, 120 Гц ощущаются более плавными. По мерцанию OnePlus оставляет своего соперника с носом, ну точнее с шимом. Максимальное значение на 30% яркости у него без DC-диминга 27-28%, тогда как у Mi 10 75%. Но если включить DC-диминг, уже и там примерный паритет. Для чистоты эксперимента оба телефона тестировались на максимально возможной прошивке. У Xiaomi это 11.0.16 MIUI и у OnePlus Oxygen 10.5.6, вот буквально на днях прилетела. На Xiaomi, естественно, есть бета уже 12 MIUI, я ее не стал накатывать ввиду там возможной какой-нибудь нестабильности и глюков. Меня, наверное, можно назвать адептом Samsung, и начиная с Galaxy S5 у меня была почти вся их линейка флагманов, включая последние модели Note, и их оболочка One UI не вызывает неприязни, она вполне удобная. И это я к тому, что в предвзятости к Xiaomi или OnePlus у меня нельзя обвинить, но MIUI, да простят меня xiaomisты, с Oxygen не сравнится. Oxygen реально намного шустрее и удобнее, возможно, даже покруче самсунговской. Пока как-то все складывается не в пользу Xiaomi, но вот по части звука Mi 10 Pro просто зверь. Во-первых, у него 3 динамика, а у OnePlus 2, а во-вторых, давайте послушаем. Громкость на обоих телефонах я выкрутил на максимум и записал на микрофон.
Наверное, все же, чтобы разницу услышать, лучше послушать в наушниках. Ну и пока будем слушать, напишите в комментарии, слышно разницу или нет. Объемнее, громче, больше низких. В общем, идеальный телефон, чтобы сесть у подъезда и слушать музычку. Можно еще вот так вот сделать, чтобы погромче было. В общем, если помните, раньше была Motorola такая E398, она просто фурор произвела в то время своими динамиками. Вот Mi 10 Pro вызывает примерно схожие эмоции. А вот вибро трудно сказать, и там вообще приятные вибромоторчики, и вот так лидера прям не выделить. Штука, на которую почти никто не обращает внимания, Type-C порт у OnePlus стандарта 3.1, а у Xiaomi 2.0. Да и хрен бы с ним, скажешь ты, но если решишь перекинуть, скажем, на телефон через провод какой-нибудь файл, то цифры будут разные. Видео размером 2,6 гигабайта на OnePlus передалось за 1 минуту 7 секунд. Я даже подумал, а что так долго, пока не стал перекидывать этот же файл на Xiaomi. 2 минуты 55 секунд, почти в 3 раза дольше. Конечно, не часто что-то перекидываешь с компа на телефон, но нужно же знать, за что деньги платишь, а деньги не маленькие. Оба телефона объединяет то, что когда-то обе этих компании были убийцы флагманов, выпускали телефоны с топовыми характеристиками за недорого, но потом что-то пошло не так, и Xiaomi и OnePlus решили, что хватит, армию поклонников набрали, пора перебираться в сегмент повыше. Поэтому, если, например, в Китае брать OnePlus 8 Pro 12256 и Xiaomi Mi 10 Pro 12256, разница между ними будет 80 баксов. 850 баксов за OnePlus и 780 за Xiaomi. Причем по железу-то вроде никаких отличий, и там 865 Snap, память UFS 3.0 и оперативка LPDDR5. А теперь про проблемы. Оба телефона грешат с нагревом. Mi 10 Pro при первом прогоне в Antutu показал 590 тысяч баллов, на третий прогон подряд цифра упала до 390 тысяч, и на четвертый обратно 440. OnePlus тоже скатился, при первом было 580 тысяч, на четвертом также 440. По тротлингу тоже оба телефона как-то подобосрались. Тротлинг делался на горячую сразу после Antutu, и там производительность упала примерно на 40%. При этом на OnePlus через 20 минут нагрузки, неважно там тест на тротлинг или просто какая-то игрушка, включает защиту от перегрева, выскакивает ошибка и понижается яркость экрана. У Xiaomi вообще никаких ошибок не выскакивает, возможно поэтому он оказался чуть горячее. Xiaomi максимум разогрелся до 48 градусов, OnePlus где-то до 46. Но в играх победил Xiaomi. Во-первых, у него честный 90 Гц, и в играх с поддержкой 90 FPS они есть, к примеру в Dead Trigger 2. У OnePlus 120 Гц в играх не работает, хотя и у Xiaomi тоже не все так гладко. Mi 10 Pro Shadowgun Legends на ультра настройках первые 30 секунд показывает 90 FPS, но потом падает до 60, и после этого почти всегда стабильно 60 вообще без просадок. В OnePlus 8 Pro такие же условия, вот вроде и железо тоже стоит одинаково, но OnePlus показывает просадки до 38, что немного странно и обидно. Call of Duty здесь уже паритет, максимальные настройки с максимальной частотой кадров, и там 60 FPS с редкими просадками до 55. А вот где Mi 10 Pro однозначно победил, это камеры. Вроде у OnePlus на первых прошивках были там какие-то проблемы, но сейчас это 5-я или 6-я по счету. Во-первых, практически во всех условиях днем Mi 10 Pro снимает с лучшей детализацией. Иногда бывает, что детализация лучше OnePlus, но вместе с этим больше и шумов. Можно еще заметить, что в основном Xiaomi фотографируют с более теплыми оттенками, а OnePlus с более холодными. Но вот единственная фронтальная камера днем на OnePlus мне, наверное, все-таки больше понравилась. Ночью, на удивление, чаша весов немного начинает перевешивать в сторону OnePlus как раз по части детализации. Если приблизить мелкие детали, он их более четко фиксирует, но портреты это что-то с чем-то. Их OnePlus так и не исправил, выдавая что-то пиксельное вместо портретов. Режим ночь тоже лучше на Mi 10 Pro. Если порассматривать окна, можно увидеть, что Xiaomi захватил больше деталей и не так их засветил. Смотрим видео, и тут тоже, как ни странно, победил Xiaomi, но все же скорее из-за слегка недопильных косяков OnePlus, особенно это можно заметить по стабилизации. На Mi 10 Pro все плавно и гладко, прям почти как на айфонах, то есть даже как таковых артефактов от стабилизации незаметно, даже ходьбу не особо чувствуется, а OnePlus себя ведет как телефон за 150 баксов, периодически дергая картинку.
Ну и осталось поговорить про автономность. Хоть блоки питания у телефонов разные, на 30 Вт у OnePlus и 65 Вт у Xiaomi заряжаются телефоны примерно одинаково. 55 минут OnePlus за счет своей технологии Warp Charge и час 5 минут Xiaomi. Разряд тестировался на яркости 750 нит, это почти максимум Full HD разрешения, 120 Гц у OnePlus и 90 Гц у Xiaomi. При одинаковой нагрузке в течение дня 2 часа YouTube, 1 час Shadowgun Legends, часа полтора фото и видео, еще немного по мелочи, Xiaomi показал 5 часов 18 минут и 5 часов 27 минут OnePlus. Как бы не очень большая разница, но все же герцовка выше OnePlus, так что здесь победу отдадим ему. Итого у Mi 10 Pro круче динамики, он более стабилен в играх, но и греется, кстати, тоже сильнее. У него честный 90 FPS, но и камера, конечно, тоже без сомнений пока лучше. OnePlus больше понравился оболочкой, быстрее передает файлы на компьютер и обратно, уже из коробки идет с поддержкой русского языка и 2 сим-карт, и у него технически более прокачанный экран, ну и совсем чуть-чуть лучше автономность. Короче, оба телефона идеальными назвать нельзя. Во-первых, они стоят уже не как убийц флагманов, во-вторых, каждый со своими сюрпризами. Mi 10 Pro по фото-видеочасти и производительности однозначно впереди, но когда ты отдаешь столько денег за телефон, вылезает наружу еще такая важная штука, как ощущение, ну или там user experience. И вот положив оба телефона на стол, зная достоинства и недостатки каждого, взять обратно в руки хочется именно OnePlus. Он дороже стоит там на чуть-чуть, у него хуже камера, по крайней мере пока, но вот это ощущение типа премиум вызывает именно он. Честно, ни один телефон я бы себе не выбрал, но выбирая с каким походить там месяц-другой в качестве основного телефона, я все же выберу OnePlus. Ну и кстати, как и обещал, для участия в розыгрыше новых наушников от OnePlus нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать комментарий, какой бы из этих двух телефонов ты бы выбрал и почему, и все. Итоги, как всегда, подведем через пару недель в прямом эфире, более подробно в описании. А на этом все, всем удачи в розыгрыше и до встречи в следующих видео. Пока!